Добрый день, Алексей. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как создать колл-центр. Добрый день. Начну, наверное, с того, что почему компании задумываются о создании собственного колл-центра. Обычно это бывает тогда, когда в компании уже поступает, компания работает, и в нее поступает определенное количество обращений. И это количество обращений увеличивается в связи с ростом компании, в связи с сезонами пик или другими факторами. И тогда компания начинает понимать, что та обработка этих обращений, которая на текущий момент происходит, она ее не устраивает по качеству. То есть часто бывает, что одни и те же сотрудники, менеджеры, они и принимают звонки, и работают с клиентами в офисе, или выполняют какую-то другую работу. И поэтому часто ответственность за прием именно обращений по телефону, либо из других каналов связи, она размыта. То есть часть работы делают одни люди, часть работы другие. И в целом проконтролировать качество услуги, которую оказывает компания на телефоне или в других каналах, довольно сложно. И тогда компания приходит к решению, что, наверное, стоит создать отдельное подразделение, внутренний колл-центр, который будет обрабатывать эти обращения от клиентов. А с чего же начать создание колл-центра? Ну, прежде всего, надо подумать, очень аккуратно подумать о том, стоит ли делать колл-центр у себя все-таки в структуре компании или привлечь аутсорсинг. О сравнении этих двух моделей мы поговорили в другом ролике, так что можно будет по ссылке в описании посмотреть и подробно узнать, куда сделать правильный выбор, чтобы не ошибиться. Но сегодня мы поговорим именно о создании собственного колл-центра. И, соответственно, тут прежде всего надо понять, где расположить этот колл-центр. Потому что бытует мнение, что лучше всего расположить колл-центр в соседнем помещении. Часто это офис компании, который существует, выделяется отдельное помещение и размещает там сотрудников. Но, исходя из опыта нашей работы более 10-летнего, могу сказать, что в принципе, если подразделение довольно крупное в количестве персонала, то размещать его там же, где компания, тем более, если компания находится в крупных городах, где уровень заработной платы высок, нецелесообразно. Потому что основная затрата на колл-центр – это ФОТ. Это зарплата, оплата труда. И, соответственно, очень важно выбрать правильную локацию, где уровень зарплаты труда в регионе будет удовлетворять финансовым возможностям компании. А также надо понимать, какое количество специалистов, какой профиля, да, компания, чем она занимается, специалистов этого профиля в городе, изучить рынок вакансий, изучить кадровые системы и посмотреть, какие специалисты на рынке труда в этом регионе есть. И тогда уже делать выбор по расположению контакт-центра. Значит, первое – это территориальное расположение. А что еще? Безусловно, помимо выбора локации, надо подумать о технологических решениях. Контакт-центр – это не только люди, это и технологии. И очень важно не сделать ошибку в выборе этих технологий. Сейчас на рынке очень много решений, аппаратных решений, программных решений, программно-аппаратных решений, облачных, очень много всяких решений. Я не буду сегодня подробно об этом говорить, но выбор вот этого самого решения, он очень важен. Во-первых, для того, какую цель вы в итоге преследуете. Но тратить очень много денег, не понимая, насколько когда окупаемость наступит твоих инвестиций, очень опасно. Поэтому для начала, если это небольшой колл-центр и проба пера в создании своего внутреннего подразделения, я бы рекомендовал какие-то облачные и программные решения, когда не требуется больших капитальных затрат, и эти решения позволят потестировать модель внутреннего колл-центра и понять, реально она будет нужна или нет. Потому что иногда я сталкиваюсь со стартапами, которые приходят и говорят, нам нужен колл-центр, сделайте нам колл-центр. Мы им задаем вопрос, а сколько будет у вас поступать звонков? И в стартапах, понятное дело, что нет такой информации, сколько будет поступать звонков, есть некие гипотезы, есть некие бюджеты на рекламу, маркетинг, и часто эти гипотезы, они разрушаются, то есть
предприниматель думал, что он сейчас даст рекламу, и тут же посыпется большое количество звонков, и этого не происходит. Вот в таких случаях создавать внутренний колл-центр крайне не рекомендую, потому что можно потратить деньги, время, а в итоге рекламная кампания будет запущена, и никакого нагрузки звонковой ее просто не будет. И предприниматель будет тратить ежемесячно на зарплату, на аренду, но при этом нести убытки, а так может и не случиться, то есть может гипотеза не сработать. Поэтому в таких случаях точно не рекомендую создавать колл-центр, а попробовать сначала аутсорсинг. Если аутсорсинг сработает, дальше уже принимать решение, создавать внутренний колл-центр или нет. Вот. Поэтому вот вернусь к выбору технологической платформы, очень важен. Это не только виртуальная телефонная станция, это и системы, которые позволят контролировать работу ваших операторов. Потому что если операторы будут действительно находиться в другом регионе, важно будет понять, как они работают, насколько качественно они работают, соблюдают ли они параметры сервиса, которые вы от них ожидаете. И вот подбор этого программного решения, он должен вам помочь. Это должно быть довольно гибко, удобно, настраиваемо, чтобы можно было и голосовое меню написать, и какие-то алгоритмы, всякие обработки звонка создать. Вот. Вы сказали, что территориально колл-центр может находиться в разных местах по отношению к компании. Как это оформить юридически? Хороший вопрос. Существует несколько форм. Вы можете создать обособленное подразделение. Это самая простая форма, когда все находится в структуре вашей компании и минимальные дополнительные издержки возникают. Вы открываете в отдельном городе обособленное подразделение и создаете там некий отдел вынесенный. Следующая форма – это филиал. Филиал – это часто это просто более крупное подразделение. Оно обладает рядом дополнительных обязанностей для предпринимателя, для бизнеса. То есть появятся некие дополнительные функции у филиала, то есть по отдельное ведение бухгалтерии, отчетности и так далее. И самая более, наверное, еще схема сложная – это создание отдельного юридического лица. Крупные компании идут по такой схеме. Да, они могут себе позволить, они создают отдельное юридическое лицо в отдельном регионе, и в какой-то перспективе даже пытаются вывести это юридическое лицо на самоокупаемость. То есть иногда эти юридические лица начинают оказывать услуги не только самой компании, но и похожим по виду деятельности другим компаниям, набираясь опыта. Такая модель тоже существует. А что входит в кадровые вопросы? Колл-центр, для колл-центра кадровые вопросы, вопрос найма и увольнения, возможно, является одним из самых ключевых. Потому что работа оператором, несмотря на то, что многим кажется, что это очень простая работа, пришел, выучил материал, сидишь, общаешься по телефону, это далеко не так. Это работа не только на внимательность, это работа с разными программным обеспечением, бывает с работой с CRM-системами, это работа на этикет, потому что важно очень вежливо общаться с клиентами, и от того, как ты общаешься, будет зависеть, продаст твоя компания услугу или товар, или не продаст. Поэтому безусловно, вот эти вопросы, они встают во главу угла при найме. Ты отбираешь огромное количество людей, у тебя происходит целая воронка кандидатов, они к тебе приходят, ты кого-то берешь, кого-то не берешь, обычно там 1 человек из 10 тебе подходит, и то, когда ты уже опытным становишься. Также сложно увольнять. Да, не подошел человек, испытательный срок вышел, тебе нужно с ним расстаться. Поэтому нужно его правильно оформить на начальном этапе, на испытательный срок, возможно, по трудовому договору, и только потом принимать по срочному трудовому договору, и только потом уже принимать его в штат. Поэтому это достаточно большая нагрузка. Если колл-центр насчитывает десятки людей и сотни людей, понятно, что тут возникают роли рекрутера, менеджера по персоналу, возможно, иные роли по найму персонала. И здесь же встанут вопросы обучения сотрудников, верно? Безусловно, нанять это хорошо, но важно этого сотрудника подготовить к работе. Для этого должны быть в штате такие специалисты, как тренеры, специалисты по обучению. Они обучают нанятого сотрудника конкретному профилю, то, чем занимается ваша компания. Продает она, обслуживает клиентов, просто занимается каким-то информированием и так далее. То есть обучение – это такая постоянная ежемесячная работа.
которую надо, на начальном этапе она занимает, понятно, есть некий вводный курс, надо обучить человека, как быть оператором в целом, надо научить его этикету телефонному. А в дальнейшем это работа уже по подтягиванию его навыков профессиональных, конкретно по нише, в той нише, в которой работает сама компания. Поэтому роль тренера, она тоже возникает при создании колл-центра. А как оценить объем инвестиций на открытие колл-центра? Для того, чтобы понять, какие инвестиции потребуются, необходимо разделить на два блока. Первый блок – это единоразовые инвестиции, которые компания тратит при запуске, при создании колл-центра. Такие инвестиции включают в себя подготовку помещения. Это может быть ремонт, это может быть какая-то иная подготовка помещения, обеспечение дополнительными источниками электропитания. Иногда, если это очень ответственная горячая линия, то помимо 2 независимых электрических вводов требуется и дизель-генератор на случай отключения электричества. Это обеспечение необходимыми каналами связи, необходимо как минимум 2 независимых интернет-канала связи. Это закупка мебели, это закупка оборудования непосредственно, рабочих мест, серверов, телефонных станций. А также это, переходя ко второму блоку, это ежемесячные ваши затраты. Нужно их важно оценить, какой у тебя будет штат, сколько у тебя будет сотрудников работать, сколько у тебя будет аренда, если ты в аренде находишься, какие коммунальные будут затраты, какие затраты на административные расходы и так далее. То есть вот из этих 2 блоков их важно посчитать. У нас также был ролик про сравнение аутсорсинга и внутреннего колл-центра. Там описываются подробно достаточно вот эти статьи затрат, которые появляются в вашей себестоимости. Вот важно их очень не забыть ничего и посчитать, чтобы потом не было нисхождения твоего ожидания и реальной действительности. Спасибо за интересную беседу, Алексей. Могли бы вы в заключении подвести итоги? Подводя итоги, хочу сказать, что создание колл-центра – это довольно трудоемкий процесс. И к принятию этому решения необходимо правильно подойти. Нужно проанализировать и экономику, нужно проанализировать возможную локацию, где будет находиться колл-центр. Нужно подобрать технологическое решение, на основе которого будут осуществляться и приниматься звонки. И вот по совокупности этих факторов принимать решение, создавать тебе колл-центр или не создавать. Но для проверки гипотез, если вы не уверены, если инвестиции довольно высокие у вас получаются на создание колл-центра, рекомендую попробовать сначала либо аутсорсинг, либо как вариант, сейчас многие популярно используют надомных операторов, то есть используют некое облачное программное решение, которое не требует больших денег на его покупку, и пытаются нанять удаленных операторов. Для этого не нужно офис, для этого не нужно покупать оборудование. Некоторых это вполне устраивает. То есть для проверки гипотезы можно использовать вот такие 2 решения. А дальше делать уже для себя выводы. Создавать внутренний или уже оставаться на внешнем колл-центре. Спасибо. Об открытии колл-центра нам рассказывал Алексей Белов, коммерческий директор компании «Контакт-центр. Открытая линия». Спасибо вам.